Всем привет! Пока я буду вертеть на фоне свою новую лампу, которую я купила на маркетплейсе, сразу давайте определимся, что ссылку я оставлю в описании под видео. Я пока расскажу о моей ситуации с лампами, почему у меня очередная лампа. Вот в течение последнего года или уже полутора я сменила, по-моему, вот 6-я лампа. Я со счета сбилась. Почему же такая ситуация? А потому что... Так, я что-то приболела. Сразу коробку уберу, потому что в ней ничего интересного нет. Тут песочек насыпался. Это моя рассада. Вы же знаете, я еще огородом занимаюсь. Маленечко попала. Я дома ее рассматривала, изучала. Мне было интересно. Так. В общем, один интересный комментарий от зрительницы. Большинство наших строений, где мы живем, ну, в общем, наших квартир, да, наших домов, построена еще в прошлом веке. И вся проводка, которая там, она уже как бы выходит из строя, и из-за этого случаются проблемы с бытовыми приборами, потому что электрика, она просто не справляется с перепадами напряжения. Бытовая техника выносит перепады от 200 до 220, что-то то ли вольт, то ли ватт. Я вот в эти понятия стараюсь не вникать, не забивать голову, потому что все равно забуду. Ну, в общем, вы поняли, да? А в нашей сети, в которой вот мы живем, в квартирах, до 250 бывают перепады. И из-за этого горит бытовая техника. Именно поэтому сгорели все мои предыдущие лампы и оплавилась розетка. Но это я поняла не сразу, а спустя какое-то время, когда в кабинете стало вонять жареным, запахло жареным. И я уже начала проверять розетки и увидела, что она у меня, оказывается, оплавилась. Вот еще немножечко и был бы пожар, да. Но предварительно вот у меня просто летели лампы одна за другой, одна за другой. И вот эта, которая у меня сейчас есть, то есть вот одна у меня стоит почему-то нормально, а вот вторую я уже какую только не сменила. И вот эта, которая у меня сейчас, она ненормальная. И мне ей работать не нравится, потому что мне приходится кнопки включать вручную. Согласитесь, это неудобно. Что я вам тут инструкцию показываю? Давайте я пока буду крутить-вертеть лампу и продолжать. Вот, чтобы такой ситуации не было с бытовым, не только с лампами в кабинете, но и вообще с любой бытовой техникой, зрительница посоветовала установить в розетке реле напряжения, что-то там реле какое-то, регулирующее напряжение. Я опять, ну блин, девки, ну извините меня, конечно, за песочек, но я огородный блогер, а что вы от меня хотите? У меня везде огород, везде, поэтому ну, извиняйте. Такой у меня стиль ведения блога. Что вот, проклятое мое СДВГ. Начинаю говорить об одном и заканчиваю совершенно другим. Про что я вам говорила? Про реле и про то, что я могу это название вам неправильно произнести, потому что не вникаю в эти понятия. Ага, смотрите, донышко сдвигается вперед. Вперед у нас вот здесь вот находится. Я-то пыталась его вот так вот отщелкнуть. А здесь, кстати, лампа качественная. Знаете, почему я это определила? Вот по мелочам. Вот, например, те лампы, которые у меня были, они просто на штыречках, да, и донышко поднималось вверх. И здесь все, смотрите, на заглушечках. Вот просто так у вас донышко не будет отваливаться. Это мелочи, но они говорят о том, что производители продумывали качество. Еще, на что я обратила внимание, ну, извиняйте за песочек еще раз будет, он в кадре, что поделать. Вот этот вот штыречек, я обратила внимание, видите, заглушечка. Я первый раз такое вижу. У меня даже на стронге такого нет. Ну-ка, я проверю, а то вдруг есть. У стронга вообще другой выход. Ну-ка, на этой лампе нету. Нету, девочки. Почему я обратила на это внимание, что я первый раз такое вижу, что вот там вот заглушечка, когда ты втыкаешь шнурик, что-то эта заглушечка делает. То ли фиксирует шнурик, то ли чего-то. Ну, в общем, понятно, это мелочи. Производитель мог бы не заморачиваться, когда производил эту модель. Это же нужно вот эту фигнюшечку разработать, по размеру ставить. Там, ну, вот вы просто подумайте при производстве этой лампы. Вот ему надо было вот с этой вот фигнюшечкой, заглушечкой, которая там внутри. Может, вы не поняли, о чем я говорю? Там внутри такая вот заглушечка стоит. Потому что все вот другие лампы, они без этой заглушечки. Но этому производителю надо было заморочиться насчет этой заглушечки. Вот. Про реле времени, блин, да. Короче, это реле
прибавит вам время работы бытовых приборов не только нашим лампадам, но и всем остальным нашим приборам. Еще раз извиняюсь за песочек. Вот о чем я говорила. Да, себе я на работу купила, написано было сетевой фильтр. Вроде бы лампы перестали гореть, но те, которые успели поломаться, они уже поломались. И работать с ними мне неудобно, во-первых. Во-вторых, смотрите, эта лампа, она заменяет вот эту подставочку. Ну-ка. Вот у меня была вот эта вот здоровая огромная подставка. Ой, извините, случайно вырвалась. Вот. Мне Алексей подпиливал ноги. Не мне, а подставке. Потому что она высокая. И даже вот я, если поставлю рядом с лампой, она выше, чем вот эта вот. Мне это не нравилось. Я Алексею говорю, подпили мне еще. Но он говорит, куда тебе еще? Ты и так 1,5 метра в прыжке. Короче говоря, мне было неудобно вот с этой высотой. У меня же рост маленький, мне это слишком высоко. То есть я планировала укоротить. Но, смотрите, эта лампа, она заменяет подставку. Так. Это просто круть. Здесь мягенькая подушечка. Удобно облокачиваться. Да? Здесь у нас на 2 руки широкое пространство. А где это донышко-то? Донышко вертаем взад. Нет, перед тем, как вертать взад, я вам сначала покажу, какое огромное количество здесь диодов. Понимаете? Вот так. И, между прочим, светят они розовым цветом. Сейчас я вам покажу. Но сначала я засуну взад крышечку. Раз. Все. Отличненько. Так. Про функционал. Извиняйте за песочек. Длина шнура 1,5 метра. Здесь все под наши российские приспособлено. Все, она дала сигнал. И какой здесь функционал? Так, сначала давайте я вам покажу, что она светит розовым светом красивый. И клиенты ваши будут в восторге. То есть, даже если вы отвлечетесь и не увидите, что клиент там чего-то где-то не доложил руку в лампу, и она не включилась, вы по сигналу поймете, зажглась лампочка или нет. Здесь у нас идет отчет от 1 до 120. Если вот просто вы руку в лампу положите, то она начнет считать 1, 2, 3, 4, 5, 6, да? И вынимаете. Она опять же дает сигнал о прекращении работы. Если же вы дотрагиваетесь, здесь не надо нажимать, здесь дотрагиваемся, идет обратный отчет. То есть 10, 9, 8, 7. Так. Все. И она пошла отсчитывать. Да? Смотрите, сейчас таймер повернут в мою сторону. Вот здесь вот есть разворот этого дисплея. Если я нажму на него, опять же звуковой сигнал, и он уже развернется в сторону мастера. Давайте на 30 секунд я нажму. Вот. То есть вы же, если вы мастер, вот, вы сидите, смотрите, что там у клиента происходит. Вот. А если вы делаете самим себе, то разворачиваете дисплей, раз, и уже сами смотрите, сколько тут чего идет. Да, кстати, название лампы я вам самое главное жене сказал. Сан-25. Супер. Что-то супер солнце. Ногти лампада. Вот так вот. Так что, девочки, что мне тут еще надо сказать? Инструкция на русском языке. Если вдруг вы чего-то тут не поняли, как значит, пользоваться. 75 диодов. И так далее. Здесь, по-моему, есть функция запоминания. Но я честно вам скажу, я не знаю, как... Что-то тут надо держать, по-моему, и удерживать. Я никогда этой функцией не пользуюсь. Почему? Потому что бывает, что ты не заметишь, там что ты там запомнил, и потом клиент начинает фигачить. Вот она, эту запомнившуюся... Я эти функции просто не пользуюсь. И вот у меня всегда по умолчанию стоит 120 рублей секунд. И клиент, когда засовывает, горит, высовывает, гаснет. Все, мне, в принципе, больше не надо. Единственное, я, когда могу попользоваться вот этими штучками, это когда типсы, например, или дизайн на типсах отрисован, только тогда. Высоту я вам хотела показать этой лампы. 9 миллиметров. У меня подставка была 13. Мне это было неудобно. Вот это вот прямо очень, это даже мне комфортно.
Так, у меня, знаете, был такой вопрос, так как вот эти вот штучки, кнопочки, они срабатывают не от нажатия, а от прикосновения. Вот, допустим, ага, смотрите, клиент, если у вас вот так вот нажал, понимаете? Раз. Так, мы давайте перевернем в сторону. Ну да, вот я, например, как клиент. Вот я как клиент, например. И вот он может у вас вот так вот раз нажимать, да? Можно нажимать. Что мы сделаем? Я не знаю, девочки, что мы сделаем. Я сейчас вот чисто так экспериментирую. Чисто экспериментирую. Салфеточку, если. Салфеточку. Вам нужно вот это, собственно говоря, честно говоря, я на него особо не смотрю. Я знаю, что пока я одну руку клиента делаю, у меня вторая сушится. То есть я на таймер обычно не смотрю. Срабатывает. Так, ну смотрите, я честный обзор снимаю. Я показываю все плюсы и минусы. Как это будет в работе с клиентом, я сейчас не знаю, я еще не пробовала. Я тогда чего? Мне нужно как-то или предупредить клиента об этом, или чего. Значит, так, с этим нажатием, да? Вот здесь вот нужно как-то это... кстати, еще вот одну фишечку я вам не показала. Смотрите, здесь вот вентиляция даже есть. Итак, я уже несколько дней работаю с этой лампой. Свою подставку я убрала, потому что эта лампа заменяет мне подставку. Получается 2 в 1. Экономия места на столе. Кроме того, у нее высота очень комфортная, 9 сантиметров. Это вот прям самое то для работы. И эту клиентку я... не знаю, зачем я ее сюда в это видео прикрепила, но просто я на ней работала как раз с этой подставкой. Может быть, вы видите, что рука ее на весу, но в то же время не совсем близко к столу. А саму работу я не смогла снять, потому что там технические накладочки были. Вот такое вот у меня было видео. Напоминаю, что ссылка на лампу будет в описании под видео. Она мне понравилась вообще. Лампа просто шикарнейшая. Очень мне понравилась. На этом я с вами прощаюсь. Всем пока.